Друзья мои, всем доброго времени суток. Мы сегодня с вами находимся на канале Энергия Таро. И сегодня нас с вами ждет очередной расклад. А расклад сегодня будет на Меланию Трамп. И перед тем, как мы начнем, хотела бы вас познакомить с нашим вторым закрытым каналом на Бусти. Этот закрытый канал включает в себя более 40 видеораскладов, о которых невозможно молчать, но которые нельзя публиковать здесь, на YouTube-канале, по причине цензуры, друзья. Именно поэтому все эти видеорасклады находятся на закрытом канале на Бусти. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на Бусти уже 1,5 года, друзья мои. Вы помогаете нам становиться лучше. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Для всех тех, кому неудобен Бусти, есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Бусти. И подписка стоит также 399 рублей в месяц. Стоит подписка как на Бусти, так и на телеграм-канал. За весь этот месяц вы сможете посмотреть более 40 видео и подписаться далее, если вам действительно понравится мой контент, друзья. Подписывайтесь, это интересно. И этого точно не будет на YouTube-канале. На мой телеграм-канал вы можете подписаться, написав мне в личку. Личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Туда же в личку вы можете написать по вопросам личной консультации, расклада, обряда, а также по вопросам обучения на картах Таро. Я обучаю индивидуально по тем колодам карт Таро, которые вам больше интересны и больше нравятся. И у меня также есть 3 готовых курса. Это курс Патрика Валенса «Триумф Луны», которого практически нет нигде в интернете, и курс Безумной Луны. Также 3-й курс – это курс классической колоды Райдера Уэйта, на который 100% рекомендую попасть как новичкам в Таро, так и опытным тарологам, которые уже прошли все возможные курсы по классике, но все равно не знают, как и не любят с ней работать. После моего курса по Райдеру Уэйту вы точно полюбите эту колоду. Станете профессиональным тарологом, который не просто читает карты, а видит суть вещей и, конечно, повышает свой средний чек на расклады и хорошо зарабатывает. Напишите мне в личку, чтобы узнать подробности о курсах, друзья. Ну, а сегодня у нас расклад на Меланию Трамп, как я и обещала. Сегодня с нами карты Таро «Змея» и «Павлин». Здравствуйте, карты. Ставьте, пожалуйста, лайк, если вам действительно понравилось видео. Жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий на канале Энергия Таро. Ну а мы начинаем. Первая леди Соединенных Штатов Америки, которая стала ею во 2-й раз, всегда производит фурор среди светского бомонда своими нарядами и холодным взглядом. Женщина-загадка, говорят одни, другие уверены, что Мелания всего лишь пустышка, которая прикарманила себе Трампа ради наживы. Но все ли так просто, как может показаться на первый взгляд обывателям? Друзья, давайте узнаем. Первый вопрос. Подписчики часто спрашивают, является ли Мелания человеком по своей сути вообще, так как ее холодный взгляд, механические движения, неестественное поведение говорят об обратном. Давайте узнаем, человек ли Мелания Трамп по своей сути. Является ли Мелания Трамп человеком по своей сути от рождения? Является ли Мелания Трамп человеком по своей сути от рождения? 8 Пентаклей – это положительная карта. Здесь человек работает на благо себя, на благо общества, на благо окружающих людей. 8 Пентаклей – это положительная карта, когда человек не стоит на месте и совершенствуется. 8 Пентаклей может говорить о том, что да, это человек усовершенствованной системой. Вполне возможно, если есть заключение темного договора или есть внедренная программа МК Ультра или чип в Меланию Трамп, то ее совершенствуют до сих пор. Является ли она человеком по своей сути от рождения? Определенно да, друзья мои, это положительная карта. Давайте посмотрим дальше. Характеристика личности Мелании Трамп. Каким человеком по своей сути она является? Характеристика личности Мелании Трамп. У меня прямо переворачивается карта. 7 мечей. 7 мечей – это карта обмана, хитрости, лукавства. Человек не является тем человеком, каким он показывает себя в светском обществе, да, и вообще на людях, обычному народу. Человек склонен к клептомании. Кстати говоря, по 7 мечей склонен что-то у кого-то забрать или вообще просто любит забирать чужие ресурсы, чужие деньги, потребляя чужие ресурсы, потому что у этого человека своих ресурсов нет. Замечательно мимикрирует, потому что может по психопатическим расстройствам личности являться психом, да, мимикрировать под других людей, собирать эту мимикрию и, соответственно, выводить эту мимикрию в люди, да, выводить эмоцию нужную в люди. То есть у нее своих эмоций нет практически вообще. Она мимикрирует под других людей. И очень здорово у нее это получается. Хитрая, лукавая, очень женственная, да, по этой карте, по 7 мечей. Все женщины лярвы в основном, да. И лярва – это та женщина, которая потребляет чужие ресурсы, собственно. Я не могу сказать, что она плохой человек, я могу сказать, что просто она действует в своих корыстных интересах. А лярва, которая действует в своих корыстных интересах, друзья мои, она может лярвой не являться, так как мы выяснили уже, что она является человеком, но тем не менее очень
очень хитренькая, очень хитрая женственная женщина. Опять-таки, это не говорит пока о том, что она плохая. Сильные и слабые стороны. Давайте так. Какие сильные стороны в характеристике личности Мелании Трамп помогают ей в этой жизни? И какие слабые стороны, наоборот, уводят Меланию Трамп в минус? Какие слабые стороны характеристики личности уводят Меланию Трамп в минус в этой жизни? Итак, сильные стороны характеристики личности Мелании Трамп и слабые стороны. Очень везучий человек, удачливый. А еще колесо фортуны говорит о ее роде. Род – то, что помогает мне напитываться. Мои родители, мои родственники, мои корни, моя кровь, которая течет в моих жилах. Это мне помогает, и все это дает мне уверенность, стабильность. И вообще, в принципе, мне везет по этой жизни. Туз жезлов, что наоборот уводит ее в минус. Новые начинания, когда она что-то новое начинает, когда она что-то новое говорит, что ей доселе было неизвестно, это уводит ее в минус. Почему? Потому что она человек, который любит повторение, зацикливание. Здесь по колесу фортуны это даже видно. Я могу повторить что-то за другим человеком, но сама я почему-то не могу это сказать. Даже был такой казус, да, когда она повторила за Мишель Обама речь, и она точь-в-точь сказала, как Мишель Обама, только получилось очень неестественно, механически. Вот человек не может начинать что-то заново. У меня это не получается, мне это плохо дается. Это уводит ее в минус. Почему? Потому что она потом после этого расстраивается. Вот такие сильные и слабые стороны характеристики личности. Действительно ли Мелания Трамп родом из Словении? Как это написано в официальных источниках? Десятка мечей. Нет, неправда. Десятка мечей что-то сокрыли. Что-то сокрыли, родилась в другом месте. Это отрицательная карта. Фамилия Кнавс – это настоящая девичья фамилия Мелании Трамп. Это правда или нет? Девятка жезлов – положительная карта. Девятка жезлов взять удачу за хвост, или мне так повезло, что я имею такую фамилию, знатный род, но родилась она не в Словении, друзья мои. Девятка жезлов, десятка мечей вышла, да? Родилась не в Словении, фамилия Кнавс, действительно фамилия ее рода. Имеет ли Мелания еврейские, немецкие, славянские корни? Имеет ли Мелания Трамп еврейские корни? Шестерка мечей сама по себе карта нейтральная. Почему? Потому что человек с тяжелым сердцем переходит в новую жизнь или едет куда-то далеко, куда бы ему не хотелось ехать, но тем не менее он вынужден это сделать. Она нейтральная, не положительная и не отрицательная. Вроде бы не хочется, но я это делаю, потому что нужно, потому что после этого последует что-то хорошее. Здесь может быть корни от отца или от матери. Я не хочу иметь эти корни, но тем не менее я их имею. Поэтому я могу сказать, что еврейские корни она имеет. Хотя не хочет или скрывает, вполне возможно, да, то, что она имеет еврейские корни. Или кто-то из ее родителей, вполне возможно, поругался с кем-то из своих родственников, кто имеет еврейские корни. Вот здесь вот что-то, что я не хочу принимать в себе. Имеет ли Мелания Трамп немецкие корни? Да, однозначно рыцарь мечей. Причем рыцарь одни мечи, да, вот вы видите, что я не настроена говорить об этом, или я не хочу говорить о том, что у меня есть еврейские корни, немецкие корни. Вполне возможно, что она хочет, чтобы все думали, что она из Словении имеет только славянские корни, да. Здесь какое-то есть жесткое непринятие в том, что у нее есть эти корни, причем непринятие именно ее или ее рода. Есть ли у Мелании Трамп славянские корни, несмотря на то, что она не родилась в Словении, давайте все-таки посмотрим. Есть ли у Мелании Трамп славянские корни? От мужчины, и везде мечи, посмотрите, пожалуйста, внимательно, да, от мужчины славянские корни есть, но родилась не в Словении. Вполне возможно, вот то, что у моего папы или у моего мужского рода по роду есть славянские корни, я скажу, что я родилась в Словении, да. Это, по крайней мере, будет не обманом хотя бы. Но здесь одни мечи. Я не принимаю свои корни, но тем не менее очень люблю свой род. Вот интересно, как противоречия какие у человека, да. Не принимаю свои корни еврейские, немецкие, но очень люблю свой род, особенно по папе. Вот здесь очень много мужской фигуры идет, очень много мужского. И особенно по папе люблю вот эти славянские корни. И, соответственно, я сказала о том, что говорю всем о том, что я родилась в Словении. Над Меланией часто потешаются, утверждая, что она не знает иностранных языков, является малограмотной, что даже не может самостоятельно написать себе речь. Опять-таки то же самое, да, что она украла у жены Обамы, Мишели, эту речь. И вообще она была эскортницей, она обычная простолюдинка, которая выбилась в люди. Так говорят люди, да, за счет Трампа она выбилась в люди. Она простая и глупа, но так ли она простая и глупа на самом деле? Каково ее считает светский бомонд? И вообще очень многие люди.
Очень многим она нравится, да, я вообще нейтрально абсолютно к ней отношусь на самом деле. Давайте посмотрим, действительно ли Мелания Трамп так глупа, наивна, какими ее считают люди. Ну, не то чтобы светский бомонд, журналисты в основном они говорят, да, которые действительно не знают человека. Так ли глупа и наивна Мелания Трамп на самом деле, какой она кажется? Так ли глупа и наивна? Вот все из-за ее страха, вот все из-за ее чувства тревоги внутри нее, да, вот у меня очень много тревоги внутри, меня прямо трясет. Когда я выхожу на сцену, когда я стою перед людьми, у нее есть некая социофобия, есть вот это психопатическое расстройство, когда я чего-то очень сильно боюсь, особенно того, что я начинаю заново, впервые. Помните, мы с вами говорили, да, о том, что слабыми сторонами ее являются как раз-таки фобия, начинать что-то сначала, начинать что-то с нуля. И вот здесь вот, конечно, не глупая Мелания, ни в коем случае, а есть у нее вот этот триггер, то, что она не может выступать перед людьми или, ну, вот как-то не любит общаться с людьми, да, здесь вот это есть. Но я не могу сказать, что она глупая, нет, ни в коем случае. Здесь отрицательная карта вышла. Отрицательная карта, она говорит о том, что просто человеку страшно, а это не есть глупость. Действительно ли Мелания Трамп занималась эскортом? Или это выдуманная информация? Выдуманная история. Действительно ли Мелания Трамп занималась эскортом? Просто вынуждены это проверить, друзья мои, да, так как об этом трубят во все трубы. Я тут не занимаюсь раскапыванием грязного нижнего белья, но тем не менее. Действительно ли Мелания Трамп занималась эскортом? Или это выдуманная история? Десятка жезлов. Десятка жезлов, да, но ее заставляли. А вот десятка жезлов здесь заставить кого-то делать, под руководством кого-то это делать. Я не хочу, но мне приходится это делать. Опять-таки, да, здесь включаем то, что Мелания светский человек, и она вполне может быть под какой-то программой, это абсолютно точно здесь по этой карте прослеживается, либо кто-то заставил. Почему заставил? Потому что нужно было выплачивать, да, отдавать свои долги. Или просто по пятерке кубков я не ценю то, что имею. Вот хочется больше, ресурсов хочется больше. У меня недостаточно ресурсов или недостаточно денег. Или есть, возможно, какие-то долги, или есть, возможно, какие-то обязательства перед этими людьми. Я обязана это сделать, хотя я очень делать этого не хочу. Что у нас на дне колоды? Четверка жезлов. Да, я должна работать в сообществе каком-то определенном. Это несколько людей, возможно, группа какая-то большая людей, возможно, там сотни людей, друзья мои, так как мы говорим все-таки о сильных мира сего, да, и я вынуждена работать с кем-то, под прикрытием кого-то или под начальством кого-то, под руководством кого-то, прошу прощения, да, для того, чтобы отдавать какие-то свои долги, свои обязательства. Вот здесь вот об этом речь, да, действительно, работала, но тем не менее мы не осуждаем ни в коем случае здесь, да, мы просто рассказываем факты и почему это вообще было сделано. Действительно ли знакомство Мелании Трамп и Дональда Трампа, тогда еще Мелании Кнавс, произошло у печально известного Джеффри Эпштейна на острове, где он устраивал свои вечеринки с оргиями? Да, действительно, это правда, много людей, сообщество людей, клан целый, да, мир это где-то на острове, да, где-то в другом конце света, не там, где живут Дональд, не там, где живет Мелания, а где-то все вместе собрались, и кто-то их знаковый познакомил. Вполне возможно, что это Джеффри Эпштейн был, вполне возможно, что это кто-то выше Джеффри, да, был, потому что мы все прекрасно понимаем, что Джеффри тоже управляли. Хорошо. Это не официальная версия, да, что они познакомились именно на острове Джеффри Эпштейна. Меланию и Трампа кто-то познакомил специально, все-таки давайте проясним, да, или они так случайно познакомились, понравились друг другу, может быть. Ну, скорее всего, Мелания понравилась Трампу, да. Меланию и Трампа кто-то познакомил. Меланию и Трампа кто-то познакомил. Вот кто-то опять стесняется, да, карта Мелании вышла, туз жезлов. Стесняюсь подойти или не могу подойти. Интересно, что вот эти две карты выпали. Кто-то действительно познакомил. Обратите внимание, что посерединке мужчины и женщины лев находится, да, и мужчина в обороне, и женщина в обороне. Скорее всего, мужчина не собирался знакомиться для серьезных отношений. Женщина в обороне, потому что очень сильно чего-то боится начинать сначала. Вот у нее какой-то есть дикий страх даже в общении с новыми мужчинами. Несмотря на то, что Мелания прекрасно, превосходно выглядит, очень красивая женщина, но тем не менее у нее есть какой-то внутренний страх. И карта башня, и это перевернуло жизнь обоих.
или для того, чтобы перевернуть жизнь человека. Ее познакомили с Трампом для того, чтобы перевернуть полностью его жизнь и сделать башню, в конце концов, да. Вот это очень интересно, что познакомил их какой-то знаковый человек. Но это не Джеффри Эпштейн, это кто-то выше него, друзья мои. Познакомили их специально, Мелания очень не хотела, боялась, а Трамп как-то не был настроен на серьезные отношения абсолютно точно с этим человеком, да, потому что он понимал, чем она занимается на тот момент. Давайте все-таки уточним, выясним, для чего их познакомили. Потому что башня выпала не случайно. Для чего познакомили Меланию и Трампа? Вот представляете, что происходит? Вот для чего? Мне прям карты сыпятся. Да, для предательства. Для того, чтобы когда-то случилось предательство. Карта 12-го старшего аркана плюс тройка мечей, предательство. Вместе и по отдельности тоже эти карты также, да, говорят о предательстве. Карта жертвы, виктивности, карта предательства. 12-й старший аркан повешенный. Ранее в Висконти Сфорца была такая колода и есть сейчас по сей день. Ранее карта называлась предатель. Сейчас он называется повешенный. И здесь предательство от человека, от которого бы ты не ожидал этого, четверка пентаклей, которому ты, скажем так, прикипел душой. Это Мелания. Мелания должна предать Трампа, в конце концов, да? Девятка жезлов. Нужно ухватиться за этот хвост, нужно ухватиться за эту удачу. И потом, в конце концов, его предать, друзья мои. Вот для этого было знакомство, и сейчас это предательство еще не совершилось. Но в очень скором времени, я так понимаю, что совершится. Давайте теперь тогда цели уточним, да, Мелании, цели Мелании в браке с Дональдом, цели Трампа, может быть, у него тоже есть какие-то корыстные интересы, цели, да, в браке с Меланией. Мелания должна, в конце концов, стать предателем для Трампа, да, предать его интересы и так далее. Цели Мелании и Трамп, ну да, предать его интересы, это так и получается. Цели Мелании и Трамп, какие цели у Мелании и Трамп в браке с Дональдом Трампом? Верховная жрица, вот видите, сокрытие, да, скрывает информацию. Женщина, кстати, может колдовать. Женщина может колдовать, привороты, может быть, какие-то ставить, да, то есть интересуется эзотерикой, черной магией, в конце концов, да. И здесь цели, секрет. Я как под прикрытием. Мы сейчас уточним этот вопрос, является ли Мелания внедренным спецагентом под прикрытием. Здесь цели Мелании Трампа не очень радужные в отношении самого Трампа, потому что здесь есть какие-то определенные задачи, которые перед ней ставит глобальное правительство. Это уже очень серьезно. Любит ли вообще Мелания Трампа? Может быть, она полюбила его в совместной жизни. Это тоже может быть. Хотя, если она чипирована, если она запрограммирована, то это вряд ли. Любит ли Мелания Трамп Дональда Трампа? Король кубков – это мужчина, которого не любят, а который любит себя. И поэтому здесь Мелания нам говорит о том, что как можно любить этого самовлюбленного мужчину, он эгоист. Король кубков любит себя, и он собирает вокруг себя множество женщин, множество людей, и любит, чтобы на него все смотрели. Ни он не любит меня, ни я не люблю его, потому что это невозможно. Мы по разные стороны, двойка жезлов по разные стороны баррикад. У нас есть у обоих определенные цели, задачи, у меня есть главная задача, у него есть свои задачи. И в этом браке мы оба выигрываем. По крайней мере, пока, да, пока они оба выигрывают. Какие цели у Дональда Трампа в браке с Меланией? Какие цели? Дурак, обнуление, новая информация, или я по-новому стал себя чувствовать, ощущать. Она меня воскресила из мертвых, да, потому что дурак – это еще и мертвец, дурак – это и заново рожденный. Здесь все обнулилось с ее приходом, и я стал совершенно другим человеком. А это мне выгодно, это мне на пользу, на руку. Хорошо, какие еще цели у Дональда Трампа? Ну, для него конкретно, да, он для себя ищет тоже выгоды, да, какой-то определенный победитель. Я с ней победитель. Возможно, вполне то, что она принимает очень многие решения или помогает мне принять эти решения, как говорят, да, обычно женщина шея, мужчина голова, куда шея повернет, тем не менее, да, и он прекрасно понимает, что Мелания, несмотря на свою социофобию некую, она очень сильный человек, грамотный игрок, и умеет грамотно развернуть и повернуть в ту ситуацию, где Трамп в выигрышное положение окажется, да? И здесь вот это ему очень выгодно. Хорошо, а есть ли любовь у него к ней? Любит ли Дональд Трамп свою супругу Меланию? Королева жезлов. Желанная, сексуальная, интересная.
сама королева жезлов вышла, да, тем не менее, не могу сказать, что любит, но ставит ее во главу угла среди всех женщин, которые у него были и есть сейчас и будут, да, потому что мы все прекрасно знаем, что Трамп тот еще любовник, кто знает, что сейчас, да, у него там происходит, но тем не менее здесь главная женщина в моей жизни, она умеет меня успокоить, дракон сидит у нее на руках, да, и это мне нравится, и я люблю по-своему, вот он не умеет любить. Он умеет любить по-своему. Есть такие мужчины, есть такие люди вообще, да, которые любить особо не умеют. Но, тем не менее, десятка кубков вот на дне колоды, да, не зря развернула, говорит о семье. Женщина семейная, которая умеет поддержать семейный очаг, которая умеет мне помочь в каких-то определенных делах моих личных, да, и десятка кубков, конечно, в любом случае любовь, так или иначе. Но вот у него к ней есть любовь, какая-никакая, а у нее к нему все-таки она считает, что он любит себя больше, да. Но это как она считает. Очень мало они говорят на какие-то личные темы. В основном они затрагивают карьеру, профессиональный какой-то рост. Это главная проблема большинства пар, даже таких, как они, таких светских пар. Между ними вообще заключен официальный брак. Между Дональдом Трампом и Меланией Трамп вообще заключен официальный брак. Между Меланией и Трампом заключен официальный брак. Да, заключен официальный брак, но такое ощущение, что они то ли разводились, то ли расходились. Вот очень интересно, да? Либо развелись сейчас и не хотят состоять в официальном браке, хотя для президента это важно, это нужно, это обязательно должно быть, да? Но мы прекрасно понимаем, что этого может и не быть, да? То, что они могут как-то играть не по правилам. И, кстати, про игру не по правилам мы сегодня поговорим, про инаугурацию еще чуть попозже. Но, тем не менее, да, либо сейчас заключен брак, они разводились, но снова сходились, да, и либо не заключен брак, сейчас они находятся в разводе, но тем не менее все равно являются парой, как муж и жена. Но я все-таки склонна доверять своей интуиции, и я чувствую, что все-таки сейчас брак заключен, просто они расходились и снова сходились, снова заключали этот брак, да, вот здесь очень интересно. Как будто наступать на одни и те же грабли. По 10-му старшему аркану. Является ли Мелания Трамп внедренным спецагентом, которого познакомили с Трампом для решения через нее определенных глобалистических задач? Является ли Мелания Трамп внедренным спецагентом, которого познакомили с Дональдом Трампом для решения через него, соответственно, определенных глобалистических целей и задач? Король жезлов – это сам мужчина, темпераментный, властолюбивый, хвастолюбивый. Это сам Трамп выходит у нас, да? Яркий, необузданный, человек, который не умеет держать язык за зубами. И обязательно должен быть кто-то еще, кто ему подскажет. Да? Обратите внимание, что король здесь не один. Кто-то ему подсказывает, должен быть советчик. А чтобы был советчик, должен быть внедренный спецагент. Желательно, ну конечно, да, желательно красивый, сексуальный. Карта Луна – это карта женская, потому что у нас Солнце – это всегда мужчина, созидание, а более негативная энергия – это у нас женщина, Луна. И, соответственно, внедренный спецагент, Луна – это все загадочное, сокрытое, необъяснимое, неопознанное. Внедренным спецагентом Мелания Трамп является для того, чтобы быть хорошим советчиком, в кавычках, для Трампа, но, тем не менее, она хороший советчик больше для глобалистов, да? Является ли Мелания Трамп запрограммированным человеком? Понятно, что она является спецагентом, да? Запрограммированным человеком с вживленным чипом, программой, не только МК Ультра, есть разные программы, да? Которые контролируют ее сознание и действия. То есть она не может поперек что-то сказать, да? Если она что-то скажет, ее убьют, допустим. Ну, это в самом худшем случае. Является ли Мелания Трамп запрограммированным человеком с вживленным чипом или программой, которая контролирует ее сознание и действия? Да, определенно. Карта маг говорит о том, что это может быть просто черная магия, да? Черная магия это может быть, либо действительно программа какая-то. Определенно. Кто-то контролирует ее действия. Маг, мужчина, который обладает определенными качествами и знаниями, контролирует действия вот этого крокодильчика. Крокодильчик у нас Мелания, но не в прямом смысле этого слова, не подумайте, да? Это зверь, который может выпустить дым, пар и огонь, но не может этого сделать, пока маг стоит на этом крокодильчике. То есть контролирует ее сознание очень жестко, чтобы она не сказала лишнего. Влияет ли Мелания Трамп вообще на какие-то важные политические вопросы через Трампа? Ну, наверное, соответственно, да, если ее поставили, скорее всего, просто уточняем этот момент. Влияет ли Мелания Трамп на важные политические вопросы
через Трампа. Ну, не сама Мелания, конечно, на весь мир влияет, да, не сама Мелания влияет, а те, кто стоят за ней, да, обратите внимание, сколько их, а она главная фигура. Но главная фигура здесь показали Трампа, да, павлины показали Трампа, потому что он любит хорохориться. Тем не менее, очень много советчиков у Трампа, а через советчиков еще советчики. Обратите внимание, сколько здесь, да, сколько здесь животных, пернатых на карте. И, конечно же, Трамп – это фигура такая очень посредственная, если можно так выразиться. И поэтому, конечно, да, решение принимает в основном Мелания через Трампа, но не Мелания, а глобалисты, вы меня поняли, друзья. Есть ли у Мелании и Трампа общие дети? Я понимаю, как этот вопрос сейчас звучит, у них есть общий сын, казалось бы, да, но сама ли Мелания рожала этого сына? Есть ли у Мелании Трамп и Дональда Трампа общие дети? Девятка кубков, любимый, нарцисс. Ну да, сын, да, положительная карта, да. Положительная карта. Сын нарцисс. Вот сын какой-то очень холодный, отстраненный, да, с любовью. Любит либо оба, либо она очень сильно любит сына, потому что очень много женской энергии здесь идет. Как будто одному не важно, а другой очень важно, что он будет значить в этой жизни. Но сын такой прям нарцисс. Либо он холодный, не эмпат абсолютно, да, таких людей еще называют психами, которые не умеют выражать свои собственные чувства. И здесь девятка кубков как раз-таки говорит о человеке с нарциссическим расстройством личности. Я о сыне сейчас как раз говорю, да, это общий их ребенок, действительно. Созданные в любви, в согласии, в гармонии, либо у них период такой был замечательный, да, когда они его зачали, этого сына, и вот в попку ему дуют, хочется сказать. Ну, мама тут точно в попку дует. Поэтому сын такой, собственно. Давайте разберем инаугурацию Трампа. Президент не положил руку на Библию, как полагается по правилам инаугурации. Все это время Библию держала только Мелания, что может говорить о том, что протокол вступления в должность президента может быть недействительным, его можно оспорить. Это равносильно липовой печати и тому, что документ в данном случае недействителен, а президент не является действительным, да, прошу прощения за тавтологию. В такой момент Мелания специально опоздала с Библией. Вот Мелания как бы специально опоздала с этой Библии. Президент уже начал говорить, вернее, Трамп уже начал говорить, он не был еще президентом на тот момент, да, он уже начал говорить свою речь, а она только-только подошла с этой Библией, понимаете, да? А должно было быть совершенно наоборот. Он не положил руку на Библию во время инаугурации. Действительно ли Мелания специально опоздала с этой Библией? Там Библия, может быть, Тора у них, скорее всего, да? Что скорее всего, все-таки. 2 книжечки там их было. Очень похоже на книгу Тота. Золотая книга там была у них. 2 книжечка. Мелания специально опоздала с этой Библией, чтобы подойти не вовремя, собственно говоря, да? Король кубков попросил. Король кубков попросил. Мужчина попросил. Или мужчина – это тот же самый Трамп. Изначально они об этом договорились, что она опоздает. Специально ли Мелания опоздала с этой Библией подойти к своему супругу на инаугурации? Да, специально она опоздала, она подошла чуть позже, потому что так сказал супруг. Это вот сама Мелания, да, рыцарь жезлов, который подходит с чем-то, что-то у него в руках есть. И супруг сказал так. А почему? Ну, это, собственно говоря, правильно, да, иначе бы он положил все-таки руку на Библию, как-никак. А почему вообще Трамп решил решил как-то противоречить правилам, да, инаугурации? Это же неправильно. Почему Трамп не положил руку на Библию во время своей второй инаугурации? Башня. Это война. Это война. Я хочу показать всем, что меня не купить, меня не сломить. Это война. Вот кому-то он хотел доказать, что я тут вам еще устрою, мы еще повоюем. Что-то будет в Америке, друзья мои, что-то будет. Какой-то кризис, какой-то серьезный кризис, восстание, кризис, война. Это случится уже в этом году. Меня не сломить, меня не сокрушить. И я вам всем покажу, что я достоин большего, лучшего, самовлюбленный, да, человек, который не совсем понимает, что он делает. И это сработало против него же. Вот что интересно, это работает против него же, хотя он думает наоборот. Он думает, что он против кого-то выступает, тем самым не положив руку на Библию, против какой-то страны, либо глобалистов, да, сейчас там воюют 2 страны, посмотрите. Мой расклад на танкеры, вы поймете, о чем речь. Сейчас воюют старые элиты и новые элиты, и вот он против старых, вот я еще с вами повоюю. А это, наоборот, сработало ему не на руку, то, что он не положил руку на Библию. И Мелания, кстати, об этом знала. Могла бы предупредить, но не сделала этого. Образ Мелании Трамп на инаугурации наделал много шума. Кто-то говорит, что она своим образом напоминает русскую шапокляк, кто-то говорит о гробовщике. Вопрос.
Образ Мелании Трамп на инаугурации Дональда Трампа в 2025 году подобран как декларация будущих событий и каких? Образ Мелании Трамп, я сейчас вспоминаю ее образ, на инаугурации Дональда Трампа в 2025 году – это декларация каких-либо будущих событий, да или нет? Иллюзия. Иллюзия кого-то обмануть. Кого-то обманываю, кого-то предаю. Вот данный наряд обозначает то, что она кого-то предает. А этот кто-то, это, скорее всего, Трамп и есть. Да? Это иллюзия. Я специально так одела, чтобы вы много чего думали, но в точку не попали. Для чего Мелания Трамп выбрала именно такой наряд? Я не знаю, выбирают, то, скорее всего, да, не она выбрала сама. Тем более, если она работает на глобалистов. Для чего вообще образ Мелании Трамп таким образом подобран на инаугурацию Дональда Трампа? Что-то потерять, потеря чего-то, да? Кто-то что-то потеряет. Я кого-то предам, кто-то что-то потеряет. Обратите внимание, здесь чертик на карте, на пятерке кубков находится. Это как предательство. Предательство человека, да. Предательство человека, десятка жезлов. Переход во что-то новое. Ну, тут можно подумать о том, что предательство, почему? Потому что Шипокляк ее сравнивали, у Шипокляк в сумке была крыска-лариска, помните, да, это тоже предательство, крыса еще говорят про таких людей. А гробовщик – это то, что муж может умереть, да. Здесь шляпа, полы шляпы, мы сейчас, кстати, про шляпу отдельно поговорим, скрывали ее лицо, и Трамп никак не мог поцеловать ее в щечку, там пытался подлезть к ней, и так и сяк, да, десятка жезлов, предательство человека предают, либо человек работает на кого-то, на систему, в конце концов, да, и не понимает, что происходит. Здесь в данном случае Иисус у нас на карте изображен, да, и предательство чего-то святого или чего-то светлого, чистое предать. Предать то, что у нас с тобой было. То есть предательство супруга самого, да? Почему? Потому что инаугурация его, собственно говоря. Про шляпу также, да, которая напоминает планету Сатурн с ее кольцами. Сатурн мы с вами разбирали в раскладе на обложку журнала The Economist. Посмотрите, пожалуйста, если не смотрели. Если в шляпке Мелании на инаугурации отсылка к кольцам Сатурна. Если в шляпке Мелании на инаугурации Дональда Трампа в 2025 году отсылка к кольцам Сатурна. Да, король Пентаклей, подчинение. Подчинение моего духа королю, которому я подчиняюсь. То есть отсылка к кольцам Сатурна и отсылка к тому, кому она подчиняется и кому они все подчиняются. Планете Сатурн. Про Сатурн отдельно обязательно посмотрите. Нам сейчас всю информацию не будем говорить, да, там вся информация есть в раскладе журнала The Economist. И вот я, Пентакль. Пентакль – это дух человека, его материя, пентаграмма. Это 4 стихии и дух человека. И вот я подчиняюсь своему королю. Это говорит о моем подчинении, уважении. Я даю дань этой планете. Да? Я ей подчиняюсь. Давайте в таком случае посмотрим, готовит ли Меланию на должность президента Америки в случае внезапной кончины Трампа. Есть такой сериал, который называется «Карточный домик», где главная героиня Клэр Андервуд, если не ошибаюсь, она является первой леди, затем она становится вице-президентом, а затем становится президентом Соединенных Штатов Америки после внезапной кончины своего мужа. Обратите внимание, как удивительно похожи фото Мелании и главной героини сериала Клэр Андервуд «Карточный домик». Сейчас где-то здесь появится. Станет ли Мелания президентом? Давайте так, готовит ли Меланию Трамп на роль президента Америки? Готовит ли Меланию Трамп на роль президента Америки? Пятерка мечей, обман, чей-то обман или опять предательство, да, заменить кого-то. Либо может не получиться, либо нам сейчас специально показывают вот эти картинки, вот эти фотографии, якобы Мелания станет президентом. Но вполне возможно это не так, потому что пятерка мечей – это кого-то обманывать, либо она кого-то обманывает. И нам показывают действительно, что это она проворачивает какую-то игру нечестную за спиной своего мужа, да, потому что здесь мужчина и женщина обманывает. Готовит ли Меланию Трамп на роль президента Соединенных Штатов Америки? Почему я говорю на роль, а не на должность? Потому что это актеры все, да, и президент в том числе. Готовит ли Меланию Трамп на роль президента Соединенных Штатов Америки? Работают над этим сейчас, да, сообщество, целая коалиция, но младшие арканы выходят, и поэтому вполне может не получиться, потому что Мелания своеобразная женщина, своеобразная. Десятка мечей, да, может вполне не получиться, друзья мои. Есть еще одна претендентка, Камала Харрис, помните, да, и мы еще не убираем ее совсем, не сдвигаем ее с маршрутов, потому что она вполне может стать следующим президентом Америки. Как это случится?
Мы можем сделать отдельный расклад на Камалу Харрис, если хотите, да, напишите в комментариях. Поэтому здесь, да, готовят, но может не получиться. Обратите внимание, что будущее всегда многовариативно, и у глобалистов сейчас, слава богу, абсолютно точно получается не все, что они задумали. И давным-давно должна была уже начаться война с НАТО, Третья мировая, да, но они никак не могут это сделать. Не получается у них, и пусть будет так. И последний вопрос. На своем выступлении уже в 2025 году Трамп стоит за трибуной, где появляется эмблема с орлом и стрелами, и оливковой ветвью. Она неизменна, начиная с окончания Второй мировой войны. То есть орел на эмблеме поворачивает голову в сторону оливковой ветви, тогда, когда в стране наступает мир. То есть оливковая ветвь обозначает мир, а стрелы обозначают войну. Во время Второй мировой войны орел был повернут в сторону стрел, то есть война, понимаете, да? И что мы видим сейчас? Слева от Трампа на стене на выступлении орел снова поворачивает голову в сторону стрел. Что это обозначает? Почему на выступлении Трампа орел повернут в сторону стрел? Эмблема, где изображен орел, голова орла повернута в сторону стрел. Что это значит? Туз пентаклей. Туз пентаклей – шанс, новый шанс ухватить удачу за хвост. Я живым не сдамся. То есть противостояние какое-то Трампа. Это его противостояние с кем-то. Опять, да, мы говорим про элиты, которые друг с другом воюют. И что будет какая-то взбучка в Америке. Говорит о том, что в Америке будет какая-то взбучка, какая-то война, какое-то восстание, вполне возможно. Да. То, что начнется заново, как уже было у какого-то президента. Да? То есть вот то же самое восстание. Восстание, как было уже у какого-то президента. Это говорит о том, что человек не хочет сдаваться. И человек настроен на победу, и даже если придется воевать, он будет это делать. Я про Трампа говорю опять-таки, да. Ну, поживем, увидим, друзья мои, да, что будет. Расклад на Трампа у меня есть отдельный, где я говорила о том, что он станет президентом, когда еще Байден не вышел из гонки, да, но тем не менее у меня выходили младшие арканы, какие-то очень тяжелые, на его будущее выходила башня. То, что с президентом что-то случится. Поживем, увидим. Надеюсь, что никто никого не убьет. Надеюсь, что все будет хорошо, потому что Трамп более-менее позитивная фигура, скажем так, на этой арене. Тем не менее, сейчас все почему-то против него в любом случае. Да? Вот если вы читаете сводки, новости, то все может обернуться против Трампа. Ну, надеюсь, что такого не случится, друзья мои. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Самые интересные вопросы, которые вы задаете в комментариях под видео. Мы будем делать на них шорт-видео, короткие видео на нашем канале, отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, переходите в наш телеграм-чат. Мы там общаемся с нашими подписчиками. Это очень интересный чат, где ежедневно мы выставляем мини-расклады, карту дня, проверяем вашу интуицию, общаемся с подписчиками. Именно вы можете стать тем самым подписчиком, который порекомендует интересную тему, и я обязательно сделаю на нее видеорасклад, друзья мои. Ну а я вас очень люблю, и до новых встреч!